Так, у нас проблема. Отлаживаем производительность сайта, и некоторые страницы грузятся медленно. Сайт на Drupal 8, и на нем настроено кэширование страниц в Memcache. И, значит, начинаем с проверки заголовков, ответа. Вот, загружается главная страница. И здесь мы видим, ну, он достаточно быстро загружается. Заголовок X Drupal Cache Hit. Вот он, да? Означает, что страница загружена из кэша. Так, у нас есть страница, для которой не работает кэширование в Memcache. Заголовок X Drupal Page Cache не возвращается вообще. В отладке мы пытаемся понять, почему страница не кэшируется. Пробуем запустить отладку. Ага. Значит, у нас PHP Storm используется, Drupal 8, Xdebug в отладке остановил загрузку. Значит, поехали, смотрим, начиная с индекс PHP, как обрабатывается запрос. Значит, здесь у нас идет работа с HTTP kernel Symfony. Заходим сюда. Значит, все, в принципе, нам не очень интересно. Дальше идет, собственно, часть Drupal, модуль Page Cache, который отвечает за кэширование. И мы смотрим в lookup, как ищется страница в кэше. Страница. Заходим сюда. Здесь, собственно, видим простую логику. Если страница взята в кэше, то выдается всегда заголовок X Drupal Cache Hit. И мы видим, что она не в кэше. То есть мы переходим в ветку else, fetch, где строится страница, и, по идее, должна записываться в кэш. Заходим туда. Здесь, значит, что происходит? Handle у нас просто построит страницу, передавая уже управление модулем Drupal. И дальше, если вызывается store response и возвращается true, да, то есть мы можем сохранить страницу в кэше, выдается заголовок X Drupal Cache Miss. Это означает, что страница была выдана не из кэша, но при этом мы ее сохранили в кэш, да. То есть то, что заголовок X Drupal Cache вообще не выдается, означает, что store response, скорее всего, возвращает false и запрещает кэшировать эту страницу. Мы должны выяснить, почему. То есть вызываем handle, строится страница. Вот мы ждем несколько секунд, видим, как там сервер работает. Теперь заходим в store response. И здесь ряд условий, которые проверяют, что страницу можно кэшировать. Это должен быть кэшируемый ответ, не бинарный. И дальше здесь проверяются условия. Заходим в них. Здесь ленивая загрузка. Так, ну вот я нажал нечаянно F8 вместо F7. Видим, что возвращается false, то есть запрещено условие по... запрещено кэширование по условию. Какое условие я пропустил? Нажал нечаянно F8. Продолжение с выходом. Поэтому ставим тут breakpoint. Еще раз перезапускаем отладку, чтобы понять, что там запрещает кэширование. Так. Тут еще один запрос на сервер делается для статистики. Его, значит, установим. Так, еще раз перезапускаем отладку. Обновляем просто эту страничку. Возвращаемся в PHP Storm. Так, приостановились на индексе. Значит, у нас есть breakpoint. Нажимаем продолжить. И дальше мы должны на брейкпоинте стать. Строится страница. Вот мы стали на брейкпоинте. Продолжаем с того же места. Заходим. F7. Значит, здесь F7. Я хотел пропустить эту ленивую загрузку.
Так. Вот наша проверка. Значит, заходим в цикл. И смотрим rule, то есть какое-то правило у нас здесь есть. Посмотрим, что это за правило. Значит, это правило page cache response policy kill switch. То есть здесь какой-то параметр kill true и page cache kill switch выставлен. Да? Заходим в него и всем. А вот реализация, собственно, kill switch в модуле page cache. Да? И мы видим, что здесь выставляется deny в случае, если this флажок kill равен true. Да? Ну и здесь просто флажок. Да? Значит, единственный способ его выставить — это вызвать триггер. Соответственно, где-то при построении страницы кто-то вызвал триггер у kill switch в page cache, и все. Значит, мы ставим breakpoint здесь и попробуем вычислить, кто вызвал триггер, так что в дальнейшем кэширование было запрещено. Сейчас уже поздно, сейчас оно уже запрещено. Значит, выставили breakpoint. Ну, здесь вот видно, да, что у нас return false, возвращается false, кэширование запрещено. Так, еще раз перезапускаем отладку. Так. Ага. Значит, нашли, что кто-то вызывает триггер, и теперь смотрим стек, чтобы понять, какой модуль запретил кэширование страницы. Мы видим, что на этом сайте kill switch trigger вызывает honeypot add form protection. Вот в стеке, да, видно. И действительно, здесь у нас вызывается Drupal service page cache kill switch trigger. То есть при определенных условиях honeypot, модуль honeypot, который защищает форму от спама, запрещает кэширование всей страницы. Можем посмотреть какие-то условия. То есть, если у нас стоит ограничение по времени, и оно не равно нулю, time limit, то есть это значит, что для каждого пользователя нужно будет сохранять свой лимит. Логично, что тогда модуль, видимо, этот time limit пишет куда-то, да, в куку, может быть, или еще куда. В общем, и в этом случае он запрещает кэширование страницы для того, чтобы формы были разные у всех пользователей. Собственно, все. Значит, на этом сайте для восстановления работы кэширования страниц нужно перенастроить honeypot, чтобы здесь это условие не выполнялось и страница могла кэшироваться.